So I'm going to demonstrate how to use the SBuild application for entering and editing soil profile data. Please let me know if I'm going too fast. Итак, что мы сейчас собираемся сделать? Я хочу показать вам, как использовать приложение SBuild для ввода и редактирования данных по профилю почвы. Если вдруг я слишком быстро буду говорить, вы меня останавливаете. Okay, so as Vakhtang explained, the soil files have the extension SOL, and these are all found in the DSAT47 soil directory. Как уже сказал Вахтанг, все данные по профилям почв, они внутри в программу уже вшиты. Нужно использовать версию 4.7. You can also look at existing soil files and the soil profile data in each of the files through the DSAT shell. Также эти данные, к ним доступ можно получить как через оболочку модели DSAT, так и можно выбрать отдельные файлы для того, чтобы посмотреть, какие данные по почвам и по профилю почв там содержатся. So in this middle panel of the DSAT shell, under data, you can see a directory called soil. I'm going to click on that. Вот видите, у нас здесь в колонке, это каталог всей оболочки DSAT, есть отдельная папка, которая называется «Данные», по-английски «Data», и там есть отдельная папочка, которая называется «Soil», то есть «Почва». Мы кликаем на нее. So this shows a list of all of the soil files. They all have the .sol suffix. Здесь содержатся все файлы по почве, и увидите у всех их расширение SOL, то есть почва. So I can expand on any of these to see the profiles that are listed within. Я, кликнув на каждую из этих папочек, могу, то есть, видите, когда мы кликаем, разворачивается меню, то есть там уже разворачивается перечень тех профилей почв, которые содержатся в каждом из файлов. So some of them contain only one soil profile as the cr.sol, and others contain many more profiles. Некоторые из этих папок могут содержать лишь один профиль, как в данном случае. Да, у нас папка cr.sol. В некоторых может быть несколько профилей. And you can see for these two-character soil names, such as cp.sol, that all of the profiles within that begin with CP. И вы видите, что названия всех профилей в каждой из папок, они начинаются с буквенного кода, в данном случае CR, да, которым обозначена папка. And that is true of all of these two-character soil profile names. И если мы по меню пройдемся, мы увидим, что такая же ситуация по всем остальным профилям, по всем остальным папкам. The exception to this is the soil.sol file. This is the main soil file that contains, this is the default soil file for DSAT. Файл по умолчанию почвенный, он называется soil.sol. Он содержит все данные по всем почвам в системе. So you can see all of the default soils that we used in the potential profile example and many other soil profiles contained in soil.sol. То есть здесь, еще раз повторюсь, скажу, что здесь содержатся все данные по всем профилям почв, которые у нас вообще есть в наличии, которые используются в модели. Okay, so when you are making a DSAT simulation and when you're creating a file X, the soil.sol is the default file, and the model will look here first for the soil profiles. If it doesn't find it there, it will then look at the two-character code and look in the appropriate alternate soil file. То есть, когда мы с вами проводим эксперимент, то есть прогоняем какую-то модель или собираемся это сделать, система в первую очередь обращается к этому файлу, и лишь после того, если только система не нашла какие-то данные вот в этом корневом исходном
метафайле, тогда система начинает искать необходимые данные в других папках. Okay, so to get started with SBuild, you can see in the Tools menu, there is an icon that's labeled Soil Data. Для того, чтобы запустить SBuild, вот это приложение, вот эту утилиту, нужно перейти, нажать на кнопку вот в левой панели, в левом, то есть меню, которое расположено в левой части экрана, мы видим кнопку Soil Data, то есть почвенные данные. So I'm going to click that and open the SBuild application. Кликаем на этом, открываем SBuild. And the first time you open this, you'll get this message that is warning you about a few important things. И когда вы открываете утилиту в первый раз, появляется предупреждение, такое окошко, которое вам напоминает или предупреждает о нескольких очень важных вещах. So first of all, it's telling you that the program starts, when you first open it, it starts with the soil.sol file open. То есть первая важная вещь, что при первом запуске утилита начинает работать с файлом soil.sol. If you want to work with another soil file, you close the soil.sol file and open the file that you wish to work with. Для того, чтобы в модель внести данные по другому профилю почвы, нужно закрыть файл soil.sol, закрыть его, и потом уже открыть тот файл, который вам нужен. And you can do that through the file menu. You would close it here and open the other one here under file. Это можно сделать через меню в файл. Вот здесь в командной строке вверху у нас, да, мы открываем файл, нажимаем кнопку Close, то есть закрываем файл soil.sol и... So after you have opened the file that you're interested in, you may edit, delete, copy, or create a new soil profile within this file. И открываем необходимый нам файл. После того, как мы открыли почвенный файл, мы можем его редактировать, удалять, копировать или создавать какой-то новый профиль внутри этого файла. And you do that through the profile menu. You can create new, edit, delete. И вот здесь у нас соответствующие команды. Сейчас Шерил двигает мышкой, то есть закладка «Профиль», либо, то есть мы можем создать новый, редактировать или удалить. And always within SBuild, it's very picky about how you save your files and how you close them. There's an order that you must use. И, в общем, SBuild, она такая программа, которая очень строго следует прописанной программе, то есть последовательности ваших действий, когда вы работаете с файлами. So the order is that first you save the profile. И порядок следующий. В первую очередь нужно сохранить профиль. Then you save the file. И только после этого мы сохраняем файл. And then you can close the profile and then close the file. Потом мы должны закрыть профиль. И только после этого, после того, как закрыли профиль, мы можем закрыть файл. Okay, so I'm going to close this message. Закроем это. And I'm going to go to profile. So we already have the soil.sol file open by default. And I'm going to choose to edit a profile within soil.sol. Вот видите, в командной строке в левой верхней части экрана у нас уже обозначен тот файл, который мы открыли. Мы открыли файл по умолчанию, то есть soil.sol. И я сейчас захожу в меню «Профиль» и выберу опцию «Редактировать файл». Edit. Okay. Click Edit. And I'm going to click Нажимаем. the first file that's below the defaults. It's a Millhopper Fine Sand. And click OK. И я выберу один из профилей почвенных. По-английски это Millhopper Fine Sand, то есть песчаник, милхоперский песчаник. Okay. And this brings up some general information about the soil and about the surface characteristics of the soil. Как видите, на экране появилось окошко, где представлены характеристики этого грунта, этой почвы.
So this particular soil data was collected in Gainesville, Florida, where Dr. Hogenboom and Dr. Shalia and where I am. В частности, эти данные были по почве собраны близ города Гейнсвилл, который находится в штате Флорида, где, в общем-то, профессор Шерли и Геррит проживают, находятся. Okay, so this first block contains the metadata as Vakhtang showed you in the soil file, and the second block contains some surface characteristics. В верхней части, вы видите, такие рамочки обведены. В верхней части этого окна мы видим метаданные, о которых говорил профессор Шелли, и внизу тоже еще отдельная рамочка. Это характеристики или данные о поверхности грунта. Okay, I'm going to click next and go to the soil profile information. Нажимаем кнопку «Далее» по-английски «Next» и переходим к следующей информации профиля. Okay, so here we have the soil physical and chemical characteristics in the profile, so at different soil layers. Мы видим здесь различные, то есть все характеристики нашего профиля почвы, то есть все, что связано с физическими характеристиками различных пластов грунта. Помните, мы говорили о разных пластах на разной глубине. These first columns here show us the clay content, the silt content, and the coarse fraction or stones content of the soil. То есть здесь у нас в процентах отмечено содержание, например, глины, илистых или алювиального компонента и количество камней. You'll notice there are 3 columns that have minus 99s. This is missing data. Вы видите, что в 3 колонках у нас значение минус 99, да, и мы помним, что это обозначает. Это означает, что данных нет. The model will operate without these data. If you have the data, it will use them, but if you don't have them, it will make assumptions. Модель может работать, она функционирует в отсутствии этих данных, но если они у вас есть, вы их можете ввести, и тогда модель будет учить. Okay, I'm going to click next to go to the next screen. Нажимаем «Далее», кнопка «Next» для того, чтобы перейти к следующему окну. So in this screen, we have repeated the texture information from the previous screen. Здесь мы видим те же самые показатели по структуре грунта, которые у нас были на предыдущем экране, страничке. We also have some information up at the top that was calculated from the surface information that was provided. И также видим некоторые новые значения, которые были рассчитаны с учетом параметров поверхности грунта. The lower limit, drained upper limit, and saturated water content define the water holding characteristics of the soil. Здесь вот во второй части, правой части у нас представлены параметры по нижнему пределу, по верхнему дренирующему пределу и по насыщенной влагоемкости. These can be measured in the field or in the laboratory, or they can be estimated from the texture information that's provided. Эти данные, эти параметры можно как получить методом наблюдения, то есть это у нас будут реальные наблюденные данные, либо можно рассчитать математически, используя параметры структуры грунта. In addition, the bulk density, saturated hydraulic conductivity, and the root growth factor can also be estimated. Также можно рассчитать, во-первых, плотность в граммах на кубический сантиметр, также насыщенную гидравлическую проводимость и коэффициент корневого роста. So, for example, I am going to put in a couple of minus 99 values randomly. То есть не рассчитать, а задать. Вот видите, сейчас Шерил меняет значения в ряде колонок на минус 99, то есть данные отсутствуют.
And if I want to calculate missing values, it will calculate them using pedo transfer functions and the soil texture information that was provided. И в таком случае, если у нас какие-то данные отсутствуют, но я все-таки хочу прогнать модель, система будет использовать функцию педотрансфера, то есть те данные, которые отсутствуют, она будет рассчитывать на основании характеристик грунта и функции педотрансфера. So when I click calculate missing values, и я вот нажимаю кнопку «Рассчитать отсутствующие данные». Okay, I get a message here that the algorithm does not like some of my provided values, but I'm going to ignore that. Система меня предупреждает, что некоторые из данных, которые я ввела, скажем так, не нравятся системе, она их как-то не может воспринять, но я в любом случае нажму «Ок». And you can see that it filled in my missing values using those pedo transfer functions. И вы видите, что система автоматически заполнила вот эти ячейки, в которых данные отсутствовали, на основе функции педотрансфера. Okay, so I am finished with this screen. I'm going to click Finish. Нажимаем кнопку Finish, закончить. And I'm back to the main screen. И мы вернулись к основному экрану, видите, к основному окну. Okay, because I made some changes here, I don't want to save this to the same file name. I'm going to make a change here and just say demo sample, just so it's something different because I made changes. Так как мы с вами немножко файл вот отменяли, и я не хочу сохранять эти изменения, мы поменяем название файла. Я вот, то есть, шерил сейчас вбила demo sample, то есть демо-образец такой, да, и... And then I'm going to go to Profile, and I'm going to save as. I don't want to save it. I don't want to save it as the same profile. I want to save it as a new profile. So I'm going to save as. Помните, у нас была последовательность. Сначала мы работаем с профилем, потом с самим файлом, поэтому я сейчас захожу в меню «Профиль» и нажимаю кнопку Save As, то есть «Сохранить как». And I'm going to give it a new name. I'm just going to call it okay, just this is just because it's not a real soil. И так как я не хочу, чтобы в профиле произошли, которые внутри системы уже вшит, чтобы в нем произошли какие-то изменения, я сохраню этот профиль под вымышленным названием, вот там несколько девяток. Нажимаем «Сохранить». And then I'm going to save my file. После этого я должна сохранить файл. And then I'm going to close my profile. После этого я закрываю профиль. And yes, I did save. And I'm Нажимаем going to «Сохранить». close the file. И после этого, после того, как я закрыла профиль, я теперь закрываю сам файл. And now I can safely close SBuild. И сейчас уже я могу безопасно закрыть все приложение. So if I go back to the DSAT shell and refresh, I can hit the refresh button. Вот это у нас окно основной оболочки DSAT. Если мы сюда вернемся, есть такая кнопочка внизу, есть строка панель управления, есть кнопка Refresh, то есть обновить. Okay, and then I go to my soil.sol file and expand it. Я опять кликаю на корневом файле soil.sol. And at the bottom, there's the soil profile that I just modified. И видите, появился новый файл. Это как раз-таки тот файл, который у нас получился в результате редактирования исходного файла. If I want to edit this file, I can do it from here by right-clicking. Я могу на нем нажать правой кнопкой мыши и вызвать функцию редактирования прямо отсюда, из оболочки. So I right-click and hit Edit File. Нажимаю, выбираю, то есть редактировать файл, левой кнопкой мыши кликаю. And it brings up that particular profile in SBuild.
и он, то есть в SBuild открывается именно этот нужный мне файл. Okay. So I'm going to close this and show you how you would start with a new soil profile. So I'm going to close this profile. Сейчас я закрою профиль и закрою этот файл, и мы поработаем, посмотрим, как вообще с нуля начинать. Значит, мы закрываем профиль. And then I'm going to edit, or I'm sorry, I'm going to start a new profile. После этого опять же захожу в меню профиль, выбираю New, то есть новый профиль. And it brings up a blank screen. Появляется окно, в котором ячейки, строки не заполнены. So you can enter your information. И вы сюда можете ввести все необходимое, то есть ввести ваши именно данные. So I'm just going to make up some information here for the example. So I'm going to give it the country of Kazakhstan. I'm going to give it a site name of Almaty. И я так из головы, скажем, такие придуманные данные сюда веду. Вот страна Казахстан, Алматы. And again, you can navigate by hitting the tab key or by clicking with your mouse in any particular box. Вы можете сами потом поиграть, поупражняться, то есть или кликая, то есть можно по этим строкам, по ячейкам передвигаться, либо нажимая кнопку Tab на вашей клавиатуре, либо просто кликая мышкой в нужном вам окошке. So again, I'm just making things up for the sake of an example. Я просто для того, чтобы вы посмотрели, как это происходит, я просто такие, как бы из головы, да, что-то придумываю. То есть вот у нас серия, название серии почв Sheryl ввела Test Soil for DSAT Training, то есть тестовая почва для тренинга DSAT, класс почвы, значит, коричневые сублинки, цвет коричневый. And the values that I enter here in the surface information, again, these will determine the values that you'll see on the next screen. So for instance, the color that I choose here will determine the albedo of the soil. Ну и вот здесь вот в этом окошке данные по поверхности, да, не будем забывать, что все данные, которые вы сюда введете, они будут влиять на то, что будет на те строки и на то, как будут выглядеть следующие окна, следующие экраны. В данном случае, например, по цвету почвы мы, то есть Sheryl ввела brown, то есть коричневый, это будет определять альбедо почвы. The slope and the runoff potential will give me the runoff curve number. От процента уклона и от потенциального стока будет зависеть. Okay, I'm going to click next. And on the next screen, it's empty. I need to add a layer. And Мы видим, выскочило новое окно, но пока таблица эта пустая, нужно нажать кнопку Add Layer, то есть добавить слой. И сюда Sheryl вводит какие-то данные. Okay, I'm going to keep it simple and just enter a few layers. I'm going to add another layer. Еще добавлю один слой, введу данные только в некоторые колонки. То есть здесь данные по, опять же, по глубине, да, по толщине каждого из пластов, по содержанию глины, ила, камней, органического углерода, pH-баланс. And you'll notice that потенциал обмена катионами и так далее. There are soil depths that are assigned based on DSAT standard layers, but I can change that. If my layer is different,
I can enter the actual depth of that particular layer. В модели DSAT каждому из пластов грунта, пластов почвы по умолчанию присваивается определенная толщина. Но мы, если она в нашем случае другая, да, толщина какого-то пласта, мы ее можем также менять. Want to say something about a -99, Cheryl? Yes, okay, thank you, Garrett. So by default, if I don't enter any information, SBuild fills those values with -99, which means missing data. Вы видите, что автоматически система Cheryl вводит данные только в некоторых местах, но система автоматически заполняет пустые ячейки, вставляет -99. То есть это делается автоматически. Если вы не ввели в какую-то ячейку данные, то система, для того, чтобы можно было прогнать модель, она делает это сама. The model will either make an assumption about the missing data, or in certain cases, SBuild will fill in the missing data. То есть система, модель либо предполагает, что вот такое значение какого-то параметра может быть, либо SBuild заполняет сам автоматически. There is another screen if you have additional inputs. I can show you what is included there. So this is Есть еще дополнительный экран, то есть кнопка More Inputs или дополнительные вводные данные. Вот такое окно появляется. So if you have these values, you can enter them. I'm going to ignore them now. The model does not need them. Если у вас есть эти данные, их можно ввести, но пока для цели этого упражнения мы не будем этого делать. And I'm going to click Next. Нажимаем «Далее». And now we're back to the screen where SBuild will allow you to enter values if you have them for these parameters, or you can calculate the missing values from the information you do have. Этот экран мы уже видели, и, как я уже говорила, вы либо эти данные можете сами вбить туда, внести свои данные, либо есть кнопка вот внизу Calculate Missing Values, то есть можно ее нажать, и система автоматически рассчитает отсутствующие значения. Okay, I'm going to click Calculate Missing Values. Нажимаем. You want to say something? And it fills in the values. You want to say И something система, about видите, runoff curve заполнила numbers? таблицу. Yes, and up at the top, you can see that it's filled in the runoff curve number that was based on the slope and the drainage potential that we filled in on the first screen. Мы видим, вот здесь 73 у нас, да, это номер кривой стока. И, как Шерил говорил раньше, это зависит от градуса уклона и от значения потенциального дренажа. То есть вот это вот значение, оно было присвоено в зависимости, системой было присвоено, учитывая то, какие данные вы вбили. The albedo was estimated based on the surface color that we provided. Значение альбедо система взяла, учитывая цвет почвы. У нас это был коричневый. And the drainage rate was estimated based on the drainage potential that we provided. И скорость или скорость дренажа также была взята системой, учитывая то, какой потенциальный дренаж значение потенциального дренажа, который вы задали. And this is the minimum information that we need in our soil file. So I'm going to click Finish. В общем-то, для профиля нам ничего больше не нужно почвенного, поэтому я нажимаю «Завершить». And it takes me back to the first screen where I can now save the profile and save the file. И опять же система возвращает меня к изначальному исходному окну, и отсюда я уже могу сохранить как профиль, так и файл. I'm going to give it a profile name. It already uses the CA from my institute code by default. Присваиваю какое-то название этому профилю. Видите, что уже кодовое обозначение института уже там присутствует название этого профиля, потому что я его задала ранее. CA. And I'm going to click OK. Сохраняем, то есть нажимаем кнопку ОК.
And now I'm going to save the file. Далее сохраняем файл. And now I can close the profile. И после этого мне нужно закрыть в первую очередь профиль, потом And close the file. закрыть файл. And now we can safely get out of SBuild and see if our И после profile. этого мы можем безопасно, скажем так, закрыть уже наше приложение, нашу утилиту, зайти в основную оболочку DSAT и увидим там. And we see the profile at the end of the soil.soil file. И увидим, что в конце списка профилей почв внутри папки soil.sol появился новый профиль, который мы только что создали. You could also have saved this profile in a different file called ca.sol. Этот файл, этот профиль можно было сохранить в другой папке, которая называется ca.sol. So we actually recommend that you do save your soil profiles for your institution together in a separate file. И на самом деле мы вам советуем, если вы будете создавать новые профили почв, чтобы вы для своего института создали папочку и внутри этой папки уже сохраняли все профили почв, которые вы будете создавать. Okay, that is all for the demo. Are there any questions?